Дима в ярости. Дмитрий Трубин крайне возмущен от веяния нездорового духа среди спортсменов и коллег по цеху. Дмитрий не может понять, в чем же дело и почему Олег Жох, Андрей Пушкарь и Леван Сагинашвили в последнем ролике на Армбест ТВ обсуждали его как спортсмена из прошлого. И причем со слабой и неудачной стороны, то есть как какого-то аутсайдера и слабака. Это все, конечно, крайне некрасиво и не соответствует профессиональной этике. И как казалось со стороны, Диму использовали в виде мерки, но не как эталонного спортсмена, а в унизительной форме. По крайней мере, именно так это и выглядело. Но мое мнение, что обсуждение Димы было практически косвенно и случайно. Я уверен, что такие именитые и уважаемые спортсмены, как Андрей Пушкарь, Леван Сагинашвили и Олег Жох, не могли специально стропалить и зашкварить именитого спортсмена и коллегу. Все сказанное ими было абсолютной случайностью, попавшее в сеть, и не имело дурного смысла. Давайте не будем забывать, что Дмитрий Трубин заслуженный призер множества чемпионатов мира и Европы, а именно таких как Вендетта Вегас, Злотый Тур и бесконечное количество на европейских и азиатских чемпионатах включительно. А тот самый случай, когда Дмитрий поборол непобедимого Майкла Тодда, которого 7 лет как никто не мог одолеть. А после сокрушительной победы над Майклом, Дмитрий забрал его пояс, став обладателем интерконтинентального пояса ПЛ. А самое интересное, что любители этого вида спорта, даже и близко не имеющие таких достижений и заслуг, но зато они с бешеной уверенностью и азартом наговаривают и обмазывают грязью великих людей. Мое мнение, это как минимум грязно и некрасиво, так обращаться и выражаться к великим спортсменам, которые достигли немалого, и тем самым представляют собой пример и авторитет среди молодежи и будущих спортсменов, потому как заслуженные мастера спорта и чемпионы всегда были кумирами среди молодежи, а это значит, что нельзя допускать грязные выражения и обсуждения по отношению к великим спортсменам и чемпионам, достигших определенных высот, дабы не вносить неясность в сознание нового поколения. Ситуация вокруг юбилейной вендетты сильно накаляется. Что же будет дальше? Страшно представить. Будем надеяться, что поединки пройдут без массовых драк и побоев, как это было на чемпионате UFC между Хабибом и Конором. Как известно, за такие действия спортсмены получают дисквалификацию от минимума до пожизненной дисквалификации и вылета из профессионального спорта. На Vendetta All Star Дмитрия Трубина ждет очень серьезное испытание, потому как за последние 2 года Дмитрий имел как победы, так и поражения. И самое главное, серьезные травмы, которые регулярно дают о себе знать. И по большому счету, основные проигрыши Димы напрямую связаны с его когда-то разорванными сухожилиями и связками. От этого никто не застрахован. Кстати, рукоборцы довольно часто ломают свои руки на профессиональных армфайтах. Вот так вот, друзья, о чем я и хотел сказать. Так это то, что Дмитрий Трубин серьезный профессиональный спортсмен, и вышесказанные слова про грязные выражения зрителей касательно спортсменов, таких как Денис Цыпленков, Андрей Пушкарь, Рустам Бабаев, Алексей Воевода и так далее, так это как минимум несправедливо, потому как они наши кумиры и мы ими гордимся. Поэтому просьба особо красноречивых фанатов и просто зрителей не выражаться нецензурной бранью, а хотя бы как минимум промолчать, если ничего положительного не сможете написать, потому что это очень неприятно и даже обидно, ведь спортсмены, достигшие максимум статуса и высот, как минимум в 50% случае, благодаря поддержке болельщиков и фанатов, ведь невероятных высот достигают те, в кого верят и болеют за них. Дима сообщает, что подготовка к вендетте идет полным ходом, а в недавней схватке на Молдове Дима, борясь, выявил у себя кое-какие слабые стороны, например кисть. Она немного отстает от других базовых групп мышц. Это значит, что Дима будет делать упор на кисть и на пальцы рук, дабы уравнять всю группу мышц. Там, на Молдове, в схватке с Андреем Пушкарем у Димы внезапно ослабла кисть и начала интенсивно раскрываться. Этим и смотивировано активное укрепление связок и мышечной группы в целом. Конечно же, времени до супер армфайта остается все меньше и меньше, но тем не менее, у Димы начался процесс выхода на пик своей боевой формы. В основном, базовая подготовка идет полным ходом, то есть на все 100%. Дима заявил, что сейчас готовит хороший жесткий верх и хороший сильный бицепс правой руки, right hand, потому как это один из нескольких коронных фишек для сосредотачивания максимума энергии в одной точке, дабы получить единственный результат, а именно победу и только победу, без возможности рассмотра других вариантов. На данный момент Дмитрий собирается в форму и не участвует на различных соревнованиях, чтобы не изматывать себя, а наоборот
наоборот быть в полной готовности на мега-чемпионате Vendetta All Stars. Вес Дмитрия сейчас составляет в среднем 130 кг, плюс-минус 1 кг, бицепс 50 см, а предплечье 46 см. Дмитрий вес сильно набирать не планирует, а готовится брать соперника исключительно качеством борьбы. Ну а мое мнение, так это то, что решающее звено в этой цепочке будет иметь исключительно везение, потому как оба оппонента чрезвычайно сильны, и мощь, которую они несут в себе, довольно внушительна и зрелищна. Реальный исход зарубы мы все сможем увидеть уже практически через 3 недели на юбилейный Vendetta All Stars 17-18 ноября в прямой трансляции онлайн. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Желаю вам больше побед в спорте и жизни. Good luck! Да и кстати, если вас интересует прямой просмотр Vendetta онлайн, то уже сейчас можно поставить бронь. Для этого достаточно пройти по ссылке в описании под роликом. На открывшемся сайте нажать «Register Now» и заполнить форму регистрации. Далее на указанную вами почту придет письмо с подтверждением. Откройте ссылку с этого письма, ну вот и все, вы зарегистрированы. Далее осталось только приобрести просмотр. Жмите Pay Now. Далее, произведя оплату, вам останется только ждать, когда начнется Vendetta онлайн. И к моменту, когда начнется Vendetta онлайн, вам будет достаточно только зайти на сайт и наслаждаться просмотром. Ну а если у вас есть друзья, которые также хотят посмотреть Vendetta онлайн, то их можно пригласить как своих рефералов. Для этого достаточно через меню пройти в раздел Referral Plan и отправьте своему другу вот эту ссылку. А за каждого зарегистрировавшегося друга вы будете получать ARAM коины, которые можно тратить в магазине ARAM Bets и покупать различные эксклюзивные товары на тему ARAM спорта. А на этом все. Удачной вам регистрации!